номер 420. Фух, аж настроение лучше стало. Отдохнул, выспался, постирался, покупался. Как-то вот так класс. Проснулся во сколько захотел. Сходил на завтрак. Все вообще в порядке. Класс. Все, теперь готов рвать когти. Национальный парк Everglades. Там мне обещают, я по-любому встречу аллигатора. Аллигаторы, ждите, я еду. Can I buy here like pass ticket for all national parks? Yes, so you want the annual national park? Yes, because it's my first, but I have planned visited another Okay, so you state. travel a lot. Okay, it's $80. It's included in my bike, yes? It's like $80 for... Yeah, yes, Okay, it's for 1 year, yes? yes, yes. Cool. And I can visit this national park every day. Yeah, every day, and this is good. Особо опытные накрывают машины брезентом. Для чего? Показываю. Что стервятники обнаглевшие. Не хочу, чтобы они мне сидели на мотоцикле и делали свои дела. Если люди там стоят и что-то фотографируют, значит есть аллигатор. А я его вижу. И да, действительно большой. Ого, какой огромный. Красивый. Большой. Пытаюсь оторваться от людей, которые с семьями приходят. Настолько шумные. Класс! Кричат, орут, хлопают. Вот поэтому я в отрыв бегу скорее. Может, где-то получится оказаться вдали от семей. Вот она, огромная черепаха. Обалдеть. Не ныряй. Теперь я понял, в национальных парках подобного плана нужно сбавлять свой темп, ходить не спеша и тихо, и смотреть по сторонам. А то я забежал какой-то такой гипервозбужденный. Давай. Что я прям хотел, чтобы они все в ряд выстроились и показывались. Нет, надо гулять здесь не спеша. А оказывается, при правильных лучах света кора так красиво светится, будто это лава, золото, солнце. По трейлу есть табличка, которая рассказывает о том, что падающая органика за много-много лет превращается в кислоту, выедает здесь дырку, в которой собирается потом вода. И во время сухого сезона такие отверстия очень спасают животный мир в джунглях, но также их могут и занимать аллигаторы. Махогани Хаммок Трейл. Отлично. Длина всего лишь 700 метров. Класс. Скамейки сделаны для отдыха. Можно посидеть. Нет. Лучше пройтись еще немножко. Очень красиво. Атмосфера немножко жуткая, потому что вокруг джунгли такие. Но из-за того, что я иду по маршруту деревянному настилу, то чувствуется как-то спокойнее, безопаснее, будто я защищен от дикой природы по сторонам.
закончил свой маршрут пеший. Что могу сказать? Вообще, если прям сильно хочется увидеть аллигатора, то лучше ехать на фермы, там, где или в зоопарке, где их содержат. Посмотрите, все это будет и проще, и дешевле, и быстрее. Но если хочется еще каких-то приключений и испытать удачу, то надо ехать в национальные парки и ходить искать. Я слышал, как люди рассказывали, что кому-то из них повезло, они видели прям огромных аллигаторов. И я рад за них. Я маленьких увидел, они тоже страшные, пока мне их хватит. Приехал в тот же парк, в котором я уже ночевал. Вот здесь у меня была палатка, но уже я научен. Я знаю, что в 5 утра включится система автополива, поэтому иду сразу под ту штуку, под навес. Это первое. Второе. Сейчас уже почти половина 11, 10 часов 20 минут, а фонари еще работают. В прошлый раз ровно в 10 отключили, и люди порасходились. А сейчас еще работает, но людей нет. Сегодня решил уже просыпаться рано, максимально оперативно собираться и выдвигаться. Световой день короткий, и все действие у меня происходит, пока солнце есть на небе. Я поэтому решил, что не буду затягиваться. Вчера уже так поздно сюда приехал, и пока закончил, уже было достаточно поздно. Ruslan. Oh, do you remember my name? Yeah, Wow! What is your dream? My dream is to have 100 mailboxes under my name. Like, so I Okay, you will have this huge money, and what will you do? No, it's not that I need. No, it's that with the 100 mailboxes, I can help people. You know, have places to stay. Like sometimes, because you know, if it's 100 mailboxes, some of them going to be affordable. So real deal, it's really for me to like help people like really get houses and stuff, affordable houses. That's what I really want to do. It's not even about the money and all that stuff, but I do see that it is a lot of homelessness around here. Like it's a lot of just everywhere though. For example, now I am homeless, Yeah, yeah. So but if you know I am happy. yeah. So if you have like an affordable home, like Sometimes, that's I mean, extra. sometimes it's just choice of people. That is true. It is some choice. You can't save everybody, but it's certain people that really did need that help too. Life is expensive. Yeah, depending on how you make it. Like if you try to follow the masses, yeah, it could be expensive. But if you just be like, all right, you can budget, you can still budget here. So it's depending on you. It's depending on the person. Обожаю простоту, прямоту и ясность. Вот прям супер. Вот прям супер. Говорю, Алекс, хочешь пирог? Хочу. Хочешь чай? Хочу. Я говорю, хочешь? Я говорю, я съел половину пирога, осталось еще половина. Хочешь, забери с собой. Он такой, ну, говорю, хочешь, можешь съесть все. Он говорит, а можно я с собой заберу? Я говорю, забирай. Вот прям вот так простенько все, класс. И интересно получилось, что случайно познакомился с этим местом, и оно меня приютило дважды. Красота. Ну, пора с ним прощаться и ехать на север. Одна из прелестей США, что здесь я вот приезжаю, ну, в Флориде, по крайней мере, сейчас. Я приезжаю где-то, ставлю на парковке мотоцикл. Понятно, что надо быть аккуратным, но и к тому, что шлем просто вешаю на ручку и все. Иду гуляю, возвращаюсь. Я тут смотрел просто, я не изобретаю велосипед, здесь все так делают, большинство байкеров, поэтому я повторяю их опыт. Но я понимаю, что в каком я районе еще, это все-таки хороший район. Спасательная вышка. Люди. Обалдеть, как здесь круто. Обалдеть. Такие вот в перспективу далеко до горизонта уходящий берег океана, длинные раскатистые волны. При этом там спокойный океан, песочек короткий, легкая дымка. Прям красота. Даже обрывчик есть. Редкие зонтики отдыхающие. Да, это все особая романтика.
знак говорит, чтобы люди по дюнам не ходили. А также здесь есть обозначение, расшифровка, что значит каждый цвет флага. Жалящие морские животные, низкая опасность, средняя опасность, или как правильно сказать, peligro. Тут даже на испанском написано. Высокая опасность. И вот, значит, вода закрыта для общественности. Сейчас желтый флаг. Средняя опасность. С такими волнами, понятное дело. Сегодня 20 декабря 2020 года, а люди купаются на пляже. Особенная атмосфера. Все штаты съезжаются во Флориду, большинство, да, чтобы именно здесь проводить зиму. Стандартный набор при выходе: душевая, ноги помыть, туалет, в туалет, пивунчик. О, пока никого нет, но только хотя бы мужской покажу. Для того, чтобы понимать, свет датчики, насколько чисто и убрано, с зеркалами. Сегодня во время стрима в мое видео попал случайный прохожий по имени Виктор, который сказал, что он с Ивангорода, который здесь живет в Чикаго, Иллинойс. После завершения эфира он ко мне подошел, познакомился, разговорились, рассказал он, что здесь уже с 95-го года, у него здесь семья, и во Флориду приехал на отдых. Так вот, в конце концов, он меня пригласил в гости, оставил свои контактный номер телефона. И возможно, если я буду проезжать, через Чикаго, и тогда я обязательно с ним созвонюсь и встречусь. Вот такие иногда случаются случайные встречи, которые потом перерастают в встречи в какое-то время спустя. Ура! Вот я до вас и добрался. И что самое интересное, на подъезде начал капать дождик. Как я рада тебя видеть! Оба. Я не могу тебя не обнять. Я не могу тебя просто не обнять, потрогать настоящего. Первым делом что? Людмила меня поселила и сразу же угощать. Но что самое интересное, оливье и оливье с креветкой. Вот мне теперь интересно. С ветчиной и с креветками. А вы знаете, я не могу сказать, что это плохо. С креветками. Очень вкусно, он очень нежный получается. Я был настроен более так, Очень вкусный. без доверия особого. А как позвал сюда, ничего так. Красота. Заряжаю технику и ложусь спать. Здравствуй, моя просторная свободная комната. Спалось, конечно, великолепно. Уже собираю свои вещи, иду сейчас поздороваюсь с Людмилой. Мы сегодня едем, я в свою сторону еду, на север. Но по дороге мы заедем еще на один источник. Там должны быть ламантины. Доброе утро. Доброе утро. Камера? Да. Что вы делаете? Флорида, 21 декабря. Босиком вышел. Я вот себе сделала постельку опять. У меня же это было убрано, потому что мне тут стояли сидушки, чтобы ребенка возить. Все, готова к поездке. А вы там останетесь ночевать, да? Да. Класс. Поеду уже дальше, дальше и дальше. А, да, вы сегодня выезжаете? Ну да, мы сейчас едем с тобой на 3 сестер. Так я думаю, вы сюда потом возвращаться будете? Зачем? Не, я готова. Все, супер. Я сейчас продукты укладываю, холодильник сейчас поставлю. Я купила холодильник, который даже фризит. Который подключается? Замораживает, Класс. который даже замораживает. Я понял, не просто термоса, а еще именно Да, работает. да, да. Он, там выставляешь любую температуру. Там. А, так вы тоже босиком. Я всегда босиком. Так это я с вас пример, значит, Я взял. всегда босиком, зимой и летом я не ношу обувь вообще дома. Короче, открываешь, они вот именно только брать, только в ойле. Другие, они невкусные. Есть в мастарде, они Людмила невкусные. учит меня прелестям путешествия и питания в США. Какие консервы Так, покупать, какие вкусные. Все, хватит, у меня все есть. Так, теперь у меня сардины и морские гребешки. Но это попробую. Я, кстати, вот всегда прохожу мимо консерв. Это очень я популярный ими суп. просто обычно наедаюсь. Так. Очень популярный Это суп. еще и В суп. магазине ты заплатишь, в ресторане за него 7-8 долларов заплатишь. Они с таких же баночек берут и раздают. Людмила говорит, а ты попробуй, как здесь у меня, говорит, шикарно. Говорит, это не твоя палатка. Я говорю, с моей палаткой Тебя ничего не какого? сравнится. 192. Вот залезай туда дальше, вот туда, прям головой. Так я потом. сейчас. Такие Вот так. головой туда.
Выше, вот, все, Еще я... выше, выше, еще выше. А зачем мне? Нет, ну просто, чтобы показать, какая длина. Вот прикасайся прям головой. А, вот так? И смотри, 192, и вот матрас, смотри, и сколько тут еще места у меня. Да. Скажи. Не, ну так можно путешествовать. А поехали в Техас. Поехали. Я шучу, конечно, да, такой. Все, вообще, вначале с велосипеда Дело пересел в том, на что мотоцикл, а потом вообще. Реально можно, допустим, ставить палатку на крыше. Обалдеть, лежишь такой и смотришь, как деревья. И такой в Техас едешь. Во всяком случае, от дождя спрятаться запросто. Класс. Приехали мы к роднику, называется «Три сестры». Мало того, что через 10 минут закрывается продажа билетов, парковка там только инвалидам разрешена, а другим людям надо ехать в мэрию, оставлять там свою машину, оттуда привозить сюда этот автобус. Но через 10 минут закрывается продажа билетов, $20 с человека, купаться нельзя, холодно, и через час они вообще закрываются. 3%, да, вы говорили, население штатов живет в машинах. Именно живут в машинах. Именно живут, Именно полноценно живут в живут. машинах и путешествуют. Ну, Даже то есть нет у них домов. Да, именно ну с да. этой целью они и живут, с тем, чтобы... Вот примерно так, как вы. Но вы просто это у вас как путешествие, а Да, они именно да, живут. да. Вилка. Так, И вы открывай. меня сразу тут еще и подкормят. Класс. И вот так у вас все готово, да? Все готово, да, пожалуйста. Штаты. Людмила остается здесь. У нее есть абонемент на все парки штата, поэтому говорит, я останусь, завтра здесь еще погуляю по другим паркам, мне надо ехать, у меня скоро самолет в Мексику на мексиканские каникулы. И поэтому мы сейчас решили, чтобы далеко не ехать, не оставлять на парковке транспорт, мы тогда уже не успеем никуда. Людмила осталась с машиной и с моим мотоциклом рядом. Ну, вдруг что, будет там говорить, что вот я сейчас вернусь. А я бегу туда буквально на несколько минут, чтобы увидеть такие этих ламантинов и смело отправляться дальше по своему маршруту. Вот под самое закрытие иду. Все, вот уже закрывается. У меня есть маска, трубка, я себе думал, что буду плавать. Ну, и как-то прохладненько. И, возможно, нельзя плавать. Какие небольшие. В зимний период ламантины предпочитают из буйных вод Мексиканского залива, океана заходить вот в такие заводи, где вода спокойная, они не спеша выращивают свое потомство. Они могут плавать до 30 миль в час скорость, если им надо. Но предпочитают, особенно сейчас, 3-5 миль в час их скорость, чтобы экономить энергию. И несмотря на то, что они выглядят очень толстыми, это не тот жир, и кожа у них очень тоненькая. Они быстренько замерзают. Здесь совсем рядом, ну уже парк закрылся, есть спуск в канал, в котором плавают эти ламантины. И у меня мысль, может сейчас самому залезть, вода холодная, но зато ламантины, и поплавать, поснимать их. Кто скучал за тем самым диким Русланом, ликуйте. Он во мне сейчас, я никогда не думал, что у меня есть вторая личность, альтер-эго, но оказывается он есть. У меня уже адреналин. Я иду сейчас. Вот, сейчас буду лезть в эти кусты. Переодеваться. Я взял тут плавки, полотенце, маску с трубкой. Понимаешь, там сейчас будет холодно. Сейчас спрячу где-то там вещи. Пока никто не видит. Так, делаю умный вид, типа и местный. Я переживаю только за то, что я не взял футболку. Я в футболке с берега хотя бы могли подумать, что я в гидрокостюме, соответственно, я типа местный. А так я разденусь и прям буду заметен. Спускаюсь в эту воду, я вообще не понимаю, что там. Беру с собой камеру водозащищенную. Так, рубашку надо снять, я же потом мокрый не... Вещи вот так оставляю. Сейчас машина приезжает. Ну, видно меня. Все, надо быстренько уходить. Все, погнали, теперь будут кадры на настоящую подводную охоту за ламантинами. Вот он, метров 50, я сейчас проплыву.
сказать, что это было клево, вообще ничего не сказать. Я вспомнил тот момент, когда плыл обратно и когда там плавал с ламантинами. В Канаде, когда я на термальных источниках был, я говорил, что такое сказка? Сказка – это моя жизнь. Вот сейчас так точно. Тогда это такое чудо. Со мной подружились настоящие дикие ламантины. И надеюсь, вы по видео заметили, это был один и тот же. Он прям игрался со мной больше всех. Ну, наверное, эта девочка была. И второй молодой подплывал, боялся, не знал как. И они меня аж провожали так долго. Вообще-то так круто. Они умеют дружить, они такие умные, спокойные. Обалдеть. Это... Я не знаю, как это объяснить, описать, что это было. Это вначале было безумно, жутко страшно. Здесь вода очень мутная. Тут вначале вроде бы светлая, а там это мутная. Я не понимал, куда я плыву. Потом, когда увидел этих бегемотов, я не знал, что у них на уме. Но все равно дикое морское животное в своей стихии. Кто его знает, что ему нравится, не нравится. И он такой берет и подплывает, и подплывает, и подплывает, и подплывает. И думаешь, что он хочет. Ну и, короче, как начал играться, это могло продолжаться, наверное, вечность. Ну, реально очень вода холодная, особенно здесь. И я плыл метров 300, даже больше. Вот жесткие правила всегда и во всем. Это, конечно, классно. Но в некоторые моменты ты уже настолько к этому привыкаешь, что думаешь, ну вот люди же там заходят. Значит, и мне там надо заходить. Мне про это говорили как-то, что здесь есть еще вещи, такие как не принято. Ну вот если так все делают по-другому, ты не можешь делать так, как ты, даже без правил и без законов. Вот сейчас я это прям прочувствовал. Но потом думаю, ну, это вода, что здесь такого? Ну и понравилось, что я первым не лез к ламантинам, я все-таки пытался рассматривать их со стороны, но они сами нарвались. Вот сами прям подплыли и давай со мной играться. Класс, класс. И прикольно, что меня долго не было, минут, наверное, 30-40. А вещи мои на месте, и никто их не трогал. Вообще, ламантинчики, вы такие клевые. Это круче, чем потягать крокодила за хвост. Вот это мечта, вот это круто. Я прям еле оторвался. Какая собака, какая кошка, какой попугайчик. Ламантинчик должен быть у тебя друг, животное. Но в дикой природе, не надо ему, пусть он вот пасется себе. Вот все, я сегодня должен был выехать из Флориды или завтра, и завтра выйду, но я, наверное, ну есть много отличных дней, которые я отмечу в любом случае, вот самыми яркими, и рыбалки, этот в том числе. Просто я и другие дни уважаю, поэтому, ну вот хочется сказать, что это был самый крутой день во Флориде, вот прям из-за ламантинов, хочется сказать. Но и другие дни тоже по-настоящему были вот крутые, вот все тут крутое. Так. Я даже не знаю, как это выразить, вот эти все чувства, эти все переживания, вообще без понятия. Мне сейчас кажется, я могу, вот прям сяду сейчас и до Далласа, там 1000 миль, вообще без вопросов могу доехать на этих эмоциях. Единственное, что меня выдает, это мокрая голова и маска с трубкой. Ребята из машины на нее такие заглядывают. Думают, откуда? Ну и полотенце под мышкой не сильно видно. Это прелесть. Сегодня у меня 21 декабря. Да, ну, значит, серия выйдет уже в 2021 году. Но знаете, что лучше всего на Новый год Деду Морозу писать письмо и просить его поплавать с ламантинами. Это оно того стоит. Вот это... Я сейчас иногда спрашиваю людей, какая у них мечта. И вот если вдруг у вас нет мечты, я вам ее придумал. Поплавать с ламантинами. Смотрю на карте, примерно, ну, визуально открываю карту, Google карту в режим вид со спутника и начинаю смотреть вначале в крупном масштабе, что может быть похоже на то место, где теоретически можно поставить палатку. Потом те места, которые мне приглянулись, это подальше от городов, чтобы какая-то была зелень, дорога куда-то отходила. Ну, это уже дело привычки. Найдя что-то похожее, увеличиваю и смотрю, кажется, можно заехать. И вот сейчас именно такое место. Здесь машины ездят, но это и было видно.
Зато видно, что грунтовая дорога, посредине вот островок, они здесь все разворачиваются и уезжают. Днем, скорее всего, они приезжают на рыбалку, наверное. Немного мусор, но здесь есть полянки, где можно поставить палатку. Рядом со мной канал. Говорят, что во Флориде абсолютно везде есть аллигаторы. Даже там, где я плавал с ламантинами. Но для аллигаторов, если он меня целиком видит, я сильно крупный. Для большинства. Они меня трогать не должны. Вот и подошел к концу мой 43-й день путешествия. 21 декабря 2020 года. День зимнего солнцестояния. Все, с завтрашнего дня день начинает становиться длиннее, ночь короче. Как раз то, о чем я думал несколько дней назад. Что нужно составлять себе жесткий график, просыпаться рано утром, делать максимально дела, засыпать пораньше. А у меня получалось, что я хоть и просыпался рано, в 7 утра с рассветом и раньше, но после рассвета я то завтракал долго, то соцсети, мессенджеры. И потом бах, и уже вечереет. А хочется еще что-то поделать, проехать. И замкнутый круг. На следующий день тяжело вставать. А теперь день становится чуть длиннее, чуть будет проще. Флорида, особенно юг Флориды, болотистый, населенный не только пальмами, игуанами, аллигаторами, крокодилами, разными видами птиц, рыб, ламантинами, но и также большим-большим количеством людей. Очень плотно здесь живут люди. Но из-за того, что здания одноэтажные, в большинстве своем частный сектор, то плотность на квадратный километр, наверное, не такая большая. Но все равно везде есть жизнь. Попал в мир людей. Вспоминая про прошедшее время во Флориде, я доволен тем, как я ориентируюсь в мире людей. Это так надо назвать. Мне не было дискомфортно, мне не было непонятно. Было все в порядке. Законы, правила, другие люди. Легко. А теперь хочется в мир природы, дикой природы. Путь. Сейчас еще планирую подъехать к одному источнику, очень красивый. Надеюсь, получится его посетить. А как теперь уехать? Аккумулятор сел. С толкача. Эх, с утра разминка.
тяжелый, двигатель большой. Еще и по песку. Он даже не цепляет. А до асфальта далеко. Хотя с утра он уже ездил. Заводился. Странно. Холодно, что ли, ему. С утра размяться хорошо. Но понял, что его просто надо выкатывать на асфальт. Ну это вообще не вариант. Сейчас разогнался как торпеда. Кинул сцепление, а он просто проехался. Любишь на мотоцикле кататься, люби его и толкать. На выходе мужчина собаку выгуливает. Говорит, все хорошо с мотоциклом. Я говорю, батарея села, аккумулятор. Говорит, у меня есть генератор. Говорит, иди пробуй. Сейчас пойду попробую. Same. Hold up 1 second. Turn off. Turn off. All right, get ready. Ready? Yes. Do it again. Nothing. Rev it up a little bit. Rev up a little bit. Thank you so much. You good? Ох, как мне повезло. С толкача я пробовал, это вообще не вариант. Он такой тяжеленный, он тяжеленный. Надо несколько человек, чтобы его толкать. Очень мне повезло. Вот это везение. Я думаю, что сел аккумулятор. Я вспомнил, я вчера вечером, когда приехал, снимал, я с выключенным двигателем включил фары. А еще у меня был включен подогрев ручек, я их не отключил. И видно, это все посадило аккумулятор. И утром надо было дать ему зарядиться, а я не дал. Приехал на еще один красивый источник. Как робот монотонно рассказал инструктаж, что понравилось. Говорит, там много рыб, они приветливы, если они говорят тебе привет, отвечаем тоже привет. Ну и все такое монотонно. Все. Даже теплый душ где-то здесь есть. За все вход стоит $15. И плюс $5 они берут за аренду оборудования.
хочу сказать, что акваланг стоит $150. Ты правильно сделал, что не взял. Там и так можно везде понырять. Просто по кругу они плавают. Ну и прелесть в том, что ты дышишь с аквалангом. Да, многие там, слушая инструктаж и реакцию людей, понимают, что для них это первый опыт. Тогда да, тогда имеет смысл. Вода прохладненькая там почему-то, но красивая. И прелесть того места, наверное, не столько поплавать там, понырять, сколько вообще увидеть эту всю красоту. Ну и пока я сохну, уточки, подошел к озеру. Здесь пока плавать чего-то написан знак, что нельзя. Здесь расположился, приготовлю себе обед. Пюре быстрого приготовления. Консерва сардин, которую дала Людмила. Кстати, пюре тоже. Она сказала, что его надо очень много и будет большая порция. Поэкспериментирую. Кетчуп наконец-то доем, вожу его с собой. Хлеб и еще кусочек сыра у меня есть. 3. Вкусненько. Провел здесь пару часов. Хорошее место. Белочки. Все, дорога. 1000 миль до Техаса. Дорога, дорога, дорога. И прямо на глазах уже меняется климат, меняется растительность. Теперь становится холодно, особенно на ходу. Поэтому я уже надел подстежку под куртку. Сверху на свои штаны надел мотоштаны. Они меньше продуваются. В мотоботинках все затягиваю, чтобы меньше было щелей, куда попадает ветер. Ну, единственное, есть у меня что на шею, но надо искать в сумке уже в другой раз, пока еще терпимо. Наверное, завтра уже буду совсем тепло одеваться. Завтра как раз поеду еще в более холодные штаты. Фух.